Здравствуйте, друзья! Хотя с момента моего последнего обновления урока по установке Supervised Home Assistant на Raspberry Pi 4B прошло не так много времени, в связи с постоянно поступающими вопросами и предложениями, я решил в очередной раз актуализировать его. Тут я постараюсь максимально ответить на вопросы и принять во внимание ваши комментарии. Поэтому я включу в урок сборку корпуса Argon One M2 с установкой и настройкой скрипта управления вентилятором. Сам процесс установки и настройки я постарался упростить, насколько это возможно, а в качестве операционки использовал 64-разрядный RASP-IOS на базе Debian 11, что убирает ошибку о неподдерживаемой системе. Кроме этого, покажу обновленный в декабре 2021 года интерфейс, в котором исчезло меню Supervisor. У меня получилось совместить приятное с полезным, так как дошли наконец руки пересобрать один из своих одноплатников Raspberry Pi 4B в корпусе Argon One M2, кстати, четвертым по счету. Этот корпус делает несколько улучшений. Первое — это плата, которая переводит разъемы видео и аудиопортов назад и позволяет подключать полноразмерные HDMI кабеля вместо штатных микро. Далее это система охлаждения, которая работает и в пассивном, и в активном режиме. Для лучшей теплопередачи необходимо установить комплектные термопрокладки на радиаторы. Тут под теплоотвод задействована вся верхняя часть корпуса. Далее подключаем одноплатник с платой расширения. Аккуратно совмещаем контакты GPIO шины с разъемом на плате охлаждения. Если понадобится доступ к шине, она теперь находится под крышкой в верхней части корпуса. Теперь все интерфейсные разъемы находятся с задней стороны. Плата управления вентилятором по совместительству еще и переносит назад USB-C порт питания и кнопку Power. Согласно инструкции, закрепляем одноплатник в корпусе при помощи 4 комплектных винтов. Важный момент. По умолчанию плата управления питанием находится в режиме ручного управления, то есть при сбое электропитания сервер надо включать кнопкой. Для автоматического переключения нужно переставить перемычку на плате в положение 2-3. Для того, чтобы одноплатник умел по умолчанию грузиться с USB диска, необходимо обновление загрузчика. Для этого нужен доступ к microSD порту. Если вы уже делали эту операцию, повторять ее не надо. После сборки корпуса слот будет закрыт, поэтому обновить нужно именно на этом этапе. Для этого, а также для дальнейшей установки системы, необходимо скачать и установить программу Raspberry Pi Imager. Устанавливаем ее. Для обновления загрузчика понадобится любая microSD карта и картридер. Подключаем ее. В утилитах идем в раздел загрузчика, выбираем USB boot. Указываем путь к карте. Записываем. Достаем карту. Устанавливаем в картридер Raspberry и подключаем питание. На этом устройстве я уже обновил загрузчик, поэтому использую фрагменты своего старого урока, кстати, с этим же самым одноплатником. Поставили карту. Подключили питание. Ждем, пока начнет мигать зеленый диод. Все, отключаем питание и достаем карту. Продолжим сборку. Нижняя часть корпуса представляет собой еще одну плату расширения, в которую нужно установить SSD диск M2. Я заказал его в комплекте с корпусом на 120 гигабайт. Нужно снять только черный винтик, золотистая подставка остается на месте. Она служит для выравнивания диска. Если вы используете диск меньшего размера, ее нужно переставить в подходящее крепление. Плата не поддерживает диски NVMe. В разъем диск устанавливается сначала под углом. Ключ на разъеме и контактах диска должны точно совпасть. Диск можно приобрести в местном магазине, чтобы получить гарантию. Заказывать все в комплекте не принципиально. Теперь выравниваем и фиксируем диск, привинтив его к подставке к креплению. Не допускайте изгибания, его плата должна быть установлена ровно. Соединяем обе части корпуса и скручиваем их оставшимися винтами. В качестве финального штриха наклейка комплектных противоскользящих ножек. Корпус собран за исключением USB-перемычки, она нужна для подключения диска к одноплатнику. Для максимальной пропускной способности используется порт USB 3.0.
Размер точно подобран и перемычка четко становится на свое место. Но в данный момент еще рано ее подключать, так как еще нужно развернуть образ операционной системы. А я просто хотел еще раз напомнить, что при использовании USB диска с Raspberry Pi 4B для подключения USB Zigbee стиков обязательно нужен удлинитель, хотя бы на пару десятков сантиметров, иначе из-за помех, создаваемых диском, стик не будет видеть устройство. Записывать образ системы на диск очень удобно при помощи такого кабеля USB-A. Ссылку на него я оставлю под видео. Не то чтобы он был нужен каждый день, но время от времени выручает сильно в самых неожиданных ситуациях. В данном случае он соединяет USB-платы с диском и компьютером. Кстати, когда я записывал образ на свой первый аргон, этот кабель ко мне еще не доехал, но мне удалось подключиться через USB-удлинитель, соединенный с комплектным переходником. В этом случае не нужно соединять верхнюю и нижнюю часть корпуса, подключить к плате переходник, а в него вместо порта одноплатника воткнуть удлинитель. На момент этого видео 64-разрядную систему нужно загрузить из репозитория разработчика. Актуальная версия от 28 ноября 2021 года на базе Debian Bullseye. Нам нужен самый большой файл, это архив системы объемом более гигабайта. В перечне систем Raspberry Pi Imager он пока отсутствует. Распаковываем. Образ системы занимает более 4 гигабайт, так как это полная версия с графическим интерфейсом и рабочим столом. Хотелось бы видеть и Lite-версию, только с консолью, но в принципе объем носителя позволяет без проблем ставить и эту. Запускаем Raspberry Pi Imager. Нажимаем комбинацию Ctrl-Shift-X для запуска меню расширенных настроек. Тут есть несколько интересных опций, но для наших целей достаточно включить доступ по SSH, что потребует создания пароля для пользователя по умолчанию PI. Создавать пустой файлик SSH в корне диска теперь не надо. В меню выбора систем идем в самый низ. Тут выбираем установку своего образа и показываем путь к распакованной 64-разрядной системе. Выбираем носитель. Запускаем и ждем завершения записи. К слову о расширенном меню. Еще там есть возможность подключить Wi-Fi, но я целенаправленно не воспользовался им, так как в ходе настройки нужно будет это подключение настраивать в другом сетевом сервисе Network Manager. После верификации программа автоматически переподключает диск и сама создает конфигурацию для работы по SSH. Готово. Отключаем диск от компьютера и устанавливаем USB-перемычку. Теперь Raspberry будет работать с SSD-диском, что существенно повышает надежность и скорость сравнительно с microSD-картой. К серверу подключаем сетевой кабель и питание. В качестве последних я использую кабеля от Ugreen. В свое время я купил их более десятка разной длины под разные разъемы, прямые и изогнутые. Кабель с повернутым на 90 градусом USB-C с прошлого фото удобно напрямую подключать к Raspberry, тогда он не торчит сбоку, а проходит вдоль корпуса. Но в случае с Argon, где разъем питания выведен на заднюю сторону, отлично подходит стандартный прямой кабель. В меню роутера смотрим, куда он определил новое устройство. У меня он выдал адрес 192.168.0.221, чуть позже я его поменяю, но пока работаем с ним. Для подключения я использую PATTY, но подойдет любой SSH клиент. Пользователь PI. Пароль тот, что мы задали в меню Raspberry Pi Imager. Начинаем с обновления списка пакетов. Затем обновляем сами пакеты. Так как это десктопная версия, обновлений будет довольно много. Это занимает несколько минут. Для того, чтобы не тратить ваше время, я ускоряю все подобные процессы. После первого подключения есть смысл обновить прошивку самого устройства. Нужно понимать, что это не является частью регулярного процесса обновлений, поэтому без лишней необходимости повторять не нужно. Этот процесс также может занять довольно продолжительное время. Перегружаемся для применения изменений.
Теперь ставим софт. В этот раз я ограничился только минимально необходимым перечнем программ, описанных в требованиях и без которых нельзя установить Supervised Home Assistant. Для настройки Wi-Fi его нужно сначала отключить в DHCPD. Для этого редактируем его конфигурацию. Переходим в конец файла и вставляем строку из текстового описания. Ctrl-X для выхода, клавишей ES подтверждаем сохранение. Перегружаемся. Эти действия нужны из-за того, что Home Assistant работает с сервисом Network Manager. Запускаем настройку. Сначала переходим в меню активации и подключаемся к Wi-Fi сети, предпочтительно 5 ГГц. Теперь переходим в редактирование. Этот шаг не обязательный, так как привязать IP-адрес можно и средствами роутера, но я рекомендую прописать его вручную тут, из числа свободных, чтобы не расходовать и так ограниченный ресурс роутера. В качестве шлюза DHCP сервера указываем адрес роутера. Локализируем систему при помощи меню настройки. Сначала выбираем локаль. Тут надо найти и отметить RURU UTF-8 UTF-8. Выбираем ее, ждем применения. Там же меняем временную зону. Теперь установим скрипт управления вентилятором корпуса Argon. Запускаем скрипт настройки. Тут есть три режима. Всегда включен, настройка на 3 фиксированные температуры и своя настройка. Я выбираю свою настройку. Вводим значение температуры, при которой включить вентилятор. Скорость вращения в процентах. Я тоже делаю 3 порога, как во втором пункте, только чуть сдвинув по температуре. В конце просто нажимаем Enter. На 60 градусах 50% скорости, на 70 градусах 70% и на 75 100%. Теперь включаем app armor. Нужно в конец строки файла cmd-line.txt прописать lsm равно app armor. Выходим и сохраняем. Перегружаемся. Для теста я подключусь на адрес Wi-Fi адаптера, который указал в Network Manager. Смотрим таблицу маршрутов. Чем меньше номер метрики, тем приоритетнее маршрут. У сетевой карты метрика 202, а у Wi-Fi аж 600. Проблема в том, что после установки докера и всех контейнеров тут появится еще несколько виртуальных интерфейсов с метриками выше, чем у Wi-Fi. Это приведет к тому, что при отключении кабеля маршрут передачи данных будет пытаться строиться через них, а не Wi-Fi, то есть сервер будет недоступным. Снова запускаем интерфейс настройки сети. Идем в Wi-Fi.
В раздел маршрутизация добавляем новый маршрут. 00000 это все адреса. Следующий шаг — адрес роутера. Метрика 203, следующая после Ethernet. Чтобы проверить корректность, перегружаемся. Снова подключаюсь на Wi-Fi. В таблице появился новый маршрут по умолчанию с метрикой 203. Сейчас включена и проводная сеть с адресом 221, и Wi-Fi с адресом 68. Запускаю пинг на Google. Отключаю провод. В этот момент возможна небольшая задержка секунд на 10-15. Видно, что в момент переключения потерялся 8-й пакет. Еще раз смотрим сеть. На Ethernet нет адреса, так как он физически отключен. Теперь все работает по Wi-Fi. Подключаем кабель. Тут секунд на 10 управление отвалилось. Проверяем, появился сетевой адрес на проводном интерфейсе. Оба сетевых интерфейса работают корректно. Выходим на финал, устанавливаем докер. Добавляем текущего пользователя в группу. Теперь OS-агент, сервис для взаимодействия с операционкой. Копируем ссылку на последнюю версию. Для 64-разрядной системы нужен вот этот с AARC64 в конце. Качаем его. Вот он. Устанавливаем. Готово. Теперь качаем Supervised Home Assistant. Готово. Ставим. Если все сделано правильно, установка пройдет без ошибок. Все необходимые для работы пакеты мы поставили. Тут выбираем Raspberry 464. Готово, ошибок нет. Пока разворачивается система, поставим портейнер, удобный инструмент для докера. Качаем. Устанавливаем. На данном этапе консоль нам уже не нужна, выходим. Портейнер находится по адресу сервера на порту 9000. Создаем пароль для учетной записи администратора. Локальный докер. Видим, что в списке контейнеров супервайзер уже сделал несколько новых. Переходим по тому же адресу на порт 8123. Тут уже нас ждет мастер настройки Home Assistant. Создаем администраторскую учетную запись. Если вы переносите систему, то на этом этапе можно указать файл с бэкапом для восстановления. Это пока пропустим. Тут по возможности лучше все отметить для сбора статистики. У меня в сети много чего живет. Home Assistant сразу предлагает подключить.
Готово, запустился интерфейс системы. Обратите внимание, что меню Supervisor больше нет, об этом часто спрашивали. Теперь все находится в меню «Конфигурация». Полностью все пункты, необходимые для настройки системы, собраны тут. Зайдем в систему. Из ошибок осталось только неподдерживаемое ПО. Я проверил версии всех пакетов, они выше, чем прописано в требованиях. Что ему не нравится, пока непонятно. IP-адрес проводного интерфейса можно поменять прямо тут, так как Home Assistant работает с Network Manager. Wi-Fi лучше настроить руками, как я показал, отсюда выпадает в ошибку. Переходим на новый адрес. Магазин аддонов находится в меню дополнений, для запуска нужно нажать кнопку справа внизу. Вот, например, файл менеджер. Поставим для пробы. Если изменить этот параметр на false, то редактор сможет подниматься выше корневой папки config. В принципе, то, что касается установки системы, мы сделали все полностью. Итак, нам удалось развернуть 64-разрядный RAS-BIOS на базе Debian Bull Ice, на который больше не ругается супервайзер, как на неподдерживаемую систему. Настроили и правильно приоритизировали работу сетевых интерфейсов. Кстати, на Home Assistant можно заходить и по адресу проводного, и по адресу беспроводного адаптера. Развернули, собственно, сам Supervised Home Assistant, ради которого все и затевалось. Я постарался ответить на большинство ваших вопросов, возникших по прошлым урокам, и учесть наиболее полезные комментарии. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы, упомянутые в видео, а также мои проекты, посвященные умному дому, телеграм-канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!